Типичная картина. Вот вы получили деньги, и начинается внутренний диалог. Купи новый телефон и еще... Нет, нужно еще месяц кормить семью. Треснуло стекло, и телефону 3 года, стыдно ходить с ним. Угу. И опять брать долг? Да выкрутимся, что в первый раз. Так, пора самому разобраться и принимать решения. Хотите узнать, что действительно важно понимать о том, как распоряжаться финансами? Пора бы. С вами Олег Заплаткин. Я обучаю семьи грамотно распоряжаться финансами, и сейчас покажу на своем опыте, что нужно делать, чтобы не только на все хватало и вы были уверены в будущем, но и заложить надежный финансовый фундамент для своей семьи. Если вы хотите самый легкий и быстрый путь к финансовому росту, тогда вам нужно начинать с самых что ни на есть основ. Для многих целей, которые человек желает достичь, будь то увеличение дохода, накопление финансовой подушки безопасности, помощь родителям или открытие своего дела, есть только один эффективный способ – работа с конвертами. Сейчас я хочу предоставить вам точный и прямой путь, чтобы вы смогли легко и быстро научиться контролировать все ваши финансовые потоки. Вы должны понимать, что управление финансами – это наука с определенными законами, и среднестатистический человек не более знаком с ее принципами, чем с принципами любой другой науки, которую он не изучал. Именно поэтому большинство людей не имеют подушки безопасности и вынуждены брать кредиты. Я тоже жил долгое время на грани и обычно был кому-то должен, пока в моей жизни не появились конверты. В чем их задача? Они не дают совершать неразумных трат. Чушь какая. А еще конверты позволяют грамотно распределять деньги, как только они у вас появляются. Давай досмотрим до конца и решим. С чего нужно начинать, чтобы грамотно управлять деньгами с помощью конвертов? Вначале выпишите статьи расходов, которые у вас есть. Давайте я лучше покажу отрывок из моего мастер-класса «Ключ от финансового лабиринта», чтобы вы знали, как это сделать правильно. Как же вам легко и правильно посчитать все семейные расходы? Я понимаю, что вы не вели записи всех потраченных за прошлый год денег, поэтому не пугайтесь. Возьмите тетрадь и запишите только те расходы, которые вы делаете регулярно и с большой вероятностью будете продолжать делать в будущем. К примеру, запишите все расходы на жилье. Сюда могут входить все коммунальные услуги. Добавьте то, что тратите на питание, одежду, оплату телефонов и интернет. Включите в список проезд, кредитные выплаты, обучение, косметолога, на страховые взносы, обслуживание автомобиля, на предметы быта, здоровье, спорт. И не забудьте о своих развлечениях и вредных привычках. Просто запишите все ваши расходы, которые сможете сейчас вспомнить. Поставьте видео на паузу и выпишите все свои расходы. Молодцы! Вот не планировал, но решил дополнить этот мастер-класс данными из курса управления семейным бюджетом от А до Я, чтобы дать вам больше пользы. Для упрощения планирования финансов классифицируйте расходы по общим признакам. Например, мы ежемесячно оплачиваем жилье. Сюда могут входить аренда, свет, вода, газ, квартплата, охрана территории, лифт, вывоз мусора, интернет. Их можно объединить в одну категорию и назвать жилье. В категорию здоровья можно отнести покупку витаминов, абонемент в спортзал, посещение стоматолога. Посмотрите, какие еще расходы можно объединить в общие группы, и сделайте это. Кстати, я оставлю ссылку на полный мастер-класс в описании, и он пока бесплатный. Теперь, когда записали расходы, возьмите сумму своих доходов, допустим, это 20 тысяч, и мы начнем их распределять. В первую очередь нужно отложить на обязательные платежи. И вы должны отдавать себе отчет, что обязательные платежи – это не ваши деньги. В смысле? Это то, чем вы вынуждены оплачивать жилье, питание, проезд, связь, чтобы продолжать жить, воспитывать детей и зарабатывать. Понял. Сделаю важное отступление. Если вы распределили деньги на обязательные расходы и у вас ничего не осталось на подушку безопасности, ваши дела плохи. Почему? Потому что случись непредвиденная ситуация, такая как кризис, болезнь родных, увольнение, которые потребуют финансовых вливаний, и вы вынуждены будете брать в долг или продавать вещи почти даром, чтобы справиться со сложной ситуацией. Это происходит потому, что до этого вы не платили себе и не копили подушку безопасности. Только те деньги, которые вы платите себе, можно назвать личным доходом. Хочу показать еще один отрывок из мастер-класса про личный доход. Для начала вы должны уяснить, что значит личный доход. Это не те деньги, которыми вы оплачиваете квартплату, коммунальные услуги, еду или одежду. Поймите, когда вы получаете деньги на руки, большая часть – это уже не ваши деньги. Почему?
Потому что у вас есть обязательства, которые нужно закрыть этими деньгами. Личный доход – это та сумма, которая остается после выплат по всем обязательствам. Верите вы или нет, но в этом и заключается ценный урок, который поможет вам выстроить финансовый фундамент, так что оставайтесь со мной. Да, по поводу личного дохода интересная мысль. Отлично. Теперь, когда мы разобрались с тем, что значит личный доход, давайте продолжим распределять деньги и для наглядности рассмотрим на примере. Допустим, из 20 тысяч на жилье у вас ушло 7 тысяч, на еду 4 тысячи, на проезд 800, а связь обошлась 400, осталось 8 800. И только эти 8 800 – это ваши деньги, из которых вы создаете защиту семьи, достигаете целей, поправляете здоровье, обновляете гардероб и развлекаетесь. Когда вы сразу отложили часть бюджета на обязательные расходы, вам уже не будет казаться, что у вас много денег, а ваши аппетиты к тратам уменьшатся. Хорошо, давайте продолжим распределять. Из того, что осталось, вам нужно начать создавать подушку безопасности и рекомендую это делать в первую очередь. Если у вас вообще нет подушки безопасности, то рекомендую начинать с 50%, которые остаются после обязательных расходов. Ого, 50%. Если сложно с 50%, то отложите меньше. Но возьмите в привычку направлять на подушку безопасности не меньше 10%. Иначе на сборы уйдут не месяцы, а годы. Ок. Потом посмотрите на другие цели в порядке важности. Возможно, это здоровье. К примеру, на подушку безопасности вы отложили 50% и у вас осталось 4400. Отложите 1000 на здоровье. На личные цели, такие как техника, ремонт квартиры, тоже отложите 1000. На амортизацию вещей, чтобы обновлять гардероб, отложите 1000. На развлечения у нас остается 400. Эти цифры только для примера. У вас они будут свои, исходя из заработанных денег, целей и затрат. Возможно, у вас есть такие расходы, как обучение ваше или ребенка, кредиты, алименты или страховка. Если вы выполняли задания, то знаете все свои расходы. Важное замечание по поводу кредитов. Старайтесь любыми способами избегать деньги брать в кредит и перехватывать у знакомых. Что здесь такого? Так все делают. Лучше потратьте энергию на то, чтобы заработать или сэкономить. Обычно это легче и выгоднее. Дело говорит. Делая расходы, вы должны оставаться в рамках распределенных денег и не выходить за эти рамки. Ищите оптимальные покупки. Не нужно набирать впрок, чтобы пропадали продукты или вещи лежали мертвым грузом. Не покупайте дорогую технику или одежду. Смотрите на разумные распродажи. Вы должны направлять деньги на такие расходы, которые дадут энергию вашему телу, улучшат отношения с любимыми людьми, напитают ваш разум новыми и полезными знаниями. Если есть, продайте ненужные вещи, которые лежат без дела, и направьте деньги туда, где они будут приносить пользу. Может быть, есть техника, которая забирает место, пылится и со временем теряет ценность. А теперь предлагаю подвести итоги и что вам нужно будет сделать. Запишите, какие у вас есть статьи расходов, по которым вы заведете конверты. Заведите необходимое количество конвертов или счетов, на которые будете распределять финансы. Не заморачивайтесь с конвертами. Возьмите самые простые, потом сможете поменять на конверты или коробку для денег. Сегодня или завтра купите нужное количество обычных конвертов или можете вообще сами сделать их своими руками. Кстати, первые конверты мне делал 12-летний ребенок с помощью скотча и листов бумаги А4. Когда будете получать деньги, доставайте конверты и сразу распределяйте их до копейки. После распределения у вас не должно быть нераспределенных денег. Тратьте только те деньги, которые выделяете на определенные расходы, и не берите из других конвертов. Если нечего откладывать в конверт с подушкой безопасности, посмотрите, на чем можно сократить свои расходы. Как правило, каждая семья может уменьшить свои расходы на 10 или даже 50%. Можно отказаться от бесполезной пищи, от развлечений и вещей, которые иногда некуда девать. Те деньги, которые сэкономили, откладывайте. Пока вы не имеете подушку безопасности на несколько месяцев, будьте очень воздержаны в тратах. Поймите, что мы живем в экономическом обществе, и в наше время рискованно и даже опасно жить, надеясь на удачу. И напоследок хочу сказать,
Вначале распределение финансов может показаться сложным, как и любое новое дело, пока у вас не войдет в привычку делать это регулярно. И нужны тебе эти конверты. Но через время вы не сможете представить себя без конвертов и увидите, что у вас есть личное накопление и вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. В следующем видео я расскажу, как копить на подушку безопасности, сколько откладывать и где ее хранить. Ну как, понравилось? Да, простым языком объяснил и показал, что нужно делать. Нужно пробовать. Тогда подписывайся, пиши комментарии в качестве обмена и жми колокольчик, чтобы получать уведомления. Встретимся в следующих видео по управлению финансами, где я буду давать ценные и проверенные данные простым для понимания языком.